Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 3 мая и 69-й день войны. И сразу переходим к самым важным новостям. Вот что мы расскажем. Путин готовится объявить мобилизацию. Антисемит Лавров разозлил Израиль, а Европа придумала, как отказаться от российского газа. Украинские войска контратакуют под Харьковом и сбивают российские беспилотники. А НАТО готовится к агрессии Путина в Молдове. Но начнем, как обычно, с обзора военных действий. Российское наступление остановилось. Продолжаются обстрелы, но войска стоят на месте под Изюмом, Северодонецком, Попасной и в других районах. Поэтому все внимание приковано к Харькову. Здесь украинская армия продолжает контратаки. Вчера шли бои уже за поселок Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец. Украинцы сообщили о взятии этого населенного пункта, который расположен в 40 километрах от Харькова. В целом, украинским войскам удается постепенно оттеснить путинские части в этом районе. Они уже приближаются к государственной границе. 9 мая Путин объявит мобилизацию. Так считает начальник разведки Украины Буданов. То же самое сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников. Американцы считают, что Путин сначала объявит Украине полноценную войну и потом как раз мобилизацию. Западные чиновники предполагают и другой вариант. 9 мая Путин может начать наступление на Одессу, объявить о полном захвате Мариуполя или аннексировать территории Донецкой и Луганской областей. Не знаю, насколько все это реально. Выглядит совсем нереалистичным. Я не понимаю, какими силами он сейчас может наступать на Одессу. Как и война в Молдове. Чем воевать так? Однако силы НАТО в Румынии на всякий случай создают новую боевую группу, чтобы оперативно реагировать на агрессию России. Я также не думаю, что он прямо объявит войну Украине. Думаю, что он скажет как-то более расплывчато, что это война, по сути, война против НАТО. И под это он объявит не мобилизацию, но какой-то там специальные сборы какие-нибудь. И он думает, что вот этими сборами, по факту мобилизации, он сейчас решит все проблемы и будут новые успешные наступления. Это не так. Ничего не будет, и это лишь приблизит его конец. По данным британской разведки, путинская армия значительно ослабла вследствие вторжения в Украину. Российские части потеряли не только сотни единиц техники, но и значительную часть опытных подготовленных солдат, что дает большие шансы украинской армии, бойцы которой отлично научились противостоять неповоротливой военной машине Путина. Вот из свежего. Украинцы используют такие баги для стремительных атак и неожиданных засад. На баги установлен ПТУР Стугна или Фагот. Маленький отряд быстро подъезжает к месту засады, атакует колонну или отдельный танк и также стремительно уезжает. Работает и украинская артиллерия. Мы видим немало вот таких кадров, где танки и БМП уничтожают именно точными выстрелами арты. А ведь американские и французские гаубицы еще только едут на фронт. Публикуют новые кадры атак байрактаров. На этом видео уничтожение зенитного комплекса «Оса» на острове Змеиный. Еще немного, и украинцы его назад отобьют. Всю уничтоженную технику приходится заменять, но новых танков и БМП Россия не производит быстрыми темпами. По данным украинской разведки, в городе Богучар снято с хранения 17 танков и 60 старых БМП-1. Понятно, что, вооружаясь старой техникой, путинская армия снижает свою боеспособность. Работает и украинское ПВО. Украинцы регулярно показывают фото сбитых «Орланов». Но вчера, по их данным, уничтожили беспилотник «Форпост». Это ударный беспилотник стоимостью в $7 миллионов, лицензионная копия израильского «Серчера», такой аналог байрактара. Тем временем продолжают гибнуть мирные жители. Вчера путинская армия снова нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушено общежитие. Погиб 15-летний подросток. 17-летняя девушка получила ранение. В селе Калиновка Киевской области нашли тела со следами пыток. Людям связывали руки и убивали. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
Жуткие подробности рассказала девушка, которая прошла так называемые фильтрационные мероприятия, которые российская армия проводит для всех украинских мирных жителей, бегущих с оккупированной территории. Давайте послушаем это видео настоящего времени. И я никогда не забуду разговор двух солдат тех ДНР. Что ты делал с людьми, которые не прошли фильтрацию? Застрелил 10, а дальше не считал неинтересно. Меня оставили в первой комнатке в этой фильтрационной будке. У меня взяли документы, отсканировали их, отпечатки пальцев и проверяли параллельно с этим телефон. И там в этой будке, в этой комнате было 5 человек. 5 таких солдат с оружием. Я там была одна, и было очень страшно. Просто стали подкашиваться ноги, когда тот солдат, который лежал на матрасе, сказал: не нравится, впереди будут еще женщины, найдем что-то. Фильтрационные мероприятия. Просто настоящий фашизм. С начала войны Украину покинули уже 5,5 миллионов беженцев, по данным ООН. Более 3 миллионов уехали в Польшу, почти миллион в Румынию и 700 тысяч оказались в России. Весь мир обсуждает вчерашнее высказывание Лаврова. Вот это. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Я напомню, что Лавров это не какой-то там депутат или пропагандист. Это целый министр иностранных дел. Когда-то его вообще считали чуть ли не самым умным и адекватным политиком в окружении Путина, а теперь он заявляет подобное. Зеленский в ответ заявил, что Москва забыла все уроки Второй мировой войны или, возможно, никогда их не выучила. А премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи. Цитата: «Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность». Глава МИД Израиля Яир Лапид добавил, что подобное высказывание Лаврова является исторической ошибкой. Теперь остается главный вопрос. А Израиль присоединится к самым жестким санкциям против Путина и его власти? Против того же Лаврова и остальных. У нас есть отличный список из почти 6 тысяч фамилий. Можно его использовать в ответ на антисемитские высказывания Лаврова. Потому что позиция Израиля в последнее время вызывала скорее удивление. Я напомню, что Израиль с 2010 года имеет соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Я не слышал, чтобы оно прекращалось. Или вот еще пример. Чтобы смотреть российские пропагандистские каналы, в научных целях я смотрю, я использую VPN Израиля. Там пропаганда не блокируется. В общем, очень бы хотелось, чтобы Израиль определился и была четкая, понятная позиция. И когда я разговариваю со своими друзьями из Израиля, они мне говорят, что, знаешь, у нас все сложно. На самом деле, мне кажется, нет ничего простого. И мир разделился на четко черное и белое. Тем временем Евросоюз продолжает искать способы отказаться от российского газа. Активизируется сотрудничество с африканскими странами для поставки сжиженного газа, а именно с Анголой, Нигерией и Сенегалом. Поставки газа не из России будут увеличены на 50 миллиардов кубометров. Кроме того, идут переговоры с Египтом и Израилем. Также планируется удвоить пропускную способность Южного газового коридора из Азербайджана до 20 миллиардов кубометров. Еще 15 миллиардов будет поставлено из США уже в этом году, а в целом объем поставок достигнет 50 миллиардов кубометров ежегодно. Все, что сейчас я перечислил, это уже 120 миллиардов кубометров газа. Давайте подумаем, много это или мало. В прошлом году Россия поставила в Европу около 175 миллиардов кубометров. То есть, как видите, медленно, но верно Европа сможет полностью отказаться от газа из России. Председатель Европарламента Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков. Правда, пока не назвал каких, но скоро узнаем. Под санкции попал и российский футбол. УЕФА отстранил все российские команды от европейских соревнований в сезоне
2022-2023 года, а сборную России от участия в Лиге наций. Кроме того, отклонены обе заявки России на проведение чемпионата Европы в 28 и 32 годах. Речь идет не только о мужских, но и о женских молодежных командах. Всех забанили. Западные страны продолжают передавать оружие и анонсируют новые поставки. США сообщили, что уже передали Киеву 80% от всех обещанных гаубиц, то есть 72 орудия из 90 запланированных. Кроме того, 170 украинских артиллеристов уже завершили подготовку, еще 50 на подходе. Великобритания анонсировала помощь еще на 375 миллионов. Поставит приборы ночного видения, инструменты для блокирования спутниковой навигации, ракеты «Бримстоун» и зенитно-ракетные комплексы «Стормер». Также отправят специальные бронированные автомобили Toyota Land Cruiser для перевозки гражданских лиц. А Румыния планирует экстренно отремонтировать железнодорожную ветку из порта Галац до молдавского села Джурджулеште, чтобы упростить перевозку товаров из Украины. Их будут доставлять в Молдавию, а потом через Галац и Дунай дальше по морю. Сэр Пол Маккартни снова поддержал Украину, выйдя на сцену концерта с украинским флагом. Для многих наших зрителей Маккартни – это человек из далекого прошлого. Но я замечу, что Битлз и сам певец – это кумиры тех, кто сейчас принимает решения в мире. Вот всех этих политиков вроде Борреля, Бориса Джонсона и Макрона. Маккартни – человек этого поколения. И отлично, что он помогает привлечь к трагедии Украины людей, которые, может, и не стали бы интересоваться происходящим или интересовались бы меньше. Напоследок новости из Сибири. Горят не только склады с боеприпасами, но и лес. В Красноярском крае объявлена чрезвычайная ситуация, эвакуируют жителей нескольких сел, перекрыта часть трассы Енисей. По данным МЧС, всего в крае 12 пожаров. Но всем все равно, что где-то что-то горит. Для Путина важнее жажда убивать. На свою страну ему наплевать. Мы продолжим рассказывать вам о новостях войны и вокруг нее. Напишите комментарий обязательно, поставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на наш, у нас хороший канал. И не пропустите наш вечерний стрим в 19 часов. А мы увидимся завтра. Работаем без выходных.